Если тебе хоть раз говорили это в детстве, у тебя не характер. У тебя травма, которую тебе выдали за воспитание. Сейчас будет больно. Досмотри до конца. Последняя фраза самая страшная, и ее говорил почти каждый родитель хотя бы раз. Первая фраза. Вырастешь, поймешь. Это не объяснение. Это отказ объяснять. Ребенку в этот момент говорят: твои вопросы не заслуживают ответа. Заткнись и жди 30 лет. И знаешь, что происходит потом? Ты вырастаешь. И правда понимаешь. Понимаешь, что тебе было проще соврать, чем поговорить с тобой, как с человеком. Вторая. Я тебя растила одна, а ты? Это не забота. Это счет, который тебе выставили за то, что ты вообще родился. Каждый раз, когда ты хотел о чем-то попросить, эта фраза уже стояла на страже. Молчи. Ты и так должен. Дети, которые слышат это годами, вырастают с одним постоянным чувством – виной. Не за поступок, за само свое существование. Третье. Все дети как дети, а ты. Сравнение – это оружие, которое не оставляет следов на теле. Тебя даже не назвали плохим прямо. Тебя просто вычеркнули из категории «нормальный». И вот ты взрослый. И до сих пор сканируешь комнату, на кого равняются кто нормальный, а кто нет. Потому что тебя приучили. Быть собой – это подозрительно. Четвертое. Не позорь меня. Вслушайся. Не тебе будет плохо. Не это может навредить тебе. А мне будет стыдно из-за тебя. Твои чувства здесь вообще не участвуют. Ты – витрина чужого статуса. И если витрина треснула, накажут витрину, а не разберутся, что случилось внутри. Пятое. Меньше знаешь, крепче спишь. Это обучает ребенка одному навыку на всю жизнь. Не задавать вопросов. Не лезть. Не проверять. И потом мы удивляемся, почему взрослые люди боятся конфликтов, боятся спросить начальника про зарплату, боятся выяснить правду о партнере. Их этому научили в 8 лет. За кухонным столом. Шестая. Я знаю, что для тебя лучше. Звучит как забота. На деле это конец переговоров. Твое мнение не рассматривается, потому что ты, по умолчанию, не в состоянии его иметь. Дети, которых так растили, потом с трудом принимают решения сами. Потому что их годами приучали. Свое мнение можно и не иметь. За тебя уже решили. Седьмая. И самое опасное. Я все для тебя сделала, а ты – это финальный аккорд. Это не про любовь. Это долговая расписка, которую тебе выписали в детстве без твоей подписи. И теперь, каждый раз, когда ты хочешь дистанцию, границы, свое мнение, тебе показывают эту расписку. И ты платишь виной. Снова и снова. Вот что важно понять. Ничего из этого не было воспитанием. Это были инструменты контроля, которые сработали, потому что ребенок физически не может защититься от слов взрослого, которому доверяет. И если ты сейчас узнал себя хотя бы в 2 фразах, это не значит, что тебя не любили. Это значит, что тебя любили так, как умели, а умели плохо. Через вину, через сравнение, через стыд, потому что их самих растили точно так же. Цикл повторяется, пока кто-то его не остановит. Ты можешь быть этим «кто-то». Первый шаг – просто назвать вещи своими именами. Не мама так говорила, потому что заботилась, а мама так говорила, потому что не знала другого способа. Разница небольшая, но именно с нее начинается взрослая жизнь, в которой чужая вина больше не твоя. Если узнал хотя бы одну фразу, напиши в комментариях, какую именно. Не потому что мне интересно собрать лайки, а потому что когда ты видишь, что это писали тысячи людей под таким же видео, что-то внутри перестает быть только твоим стыдом. Оно становится общей историей, а общую историю уже не так страшно нести.